Здравствуйте, мои дорогие! С вами я, Татьяна Зорина, и это видео о кармических лунных узлах. Кармические узлы меняют знаки с Рака и Козерога на Близнецы и Стрельцы. И это событие происходит 5 мая 2020 года. Пробудут они там до 18 января 2022 года. Примерно 1,5 года мы будем осваивать другие сферы жизни, и насколько удачно это у вас будет получаться, я расскажу чуть позже для всех знаков зодиака. А сейчас давайте поговорим, что такое кармические лунные узлы и для чего они нам даны. Лунные узлы в гороскопе показывают предназначение и задачи, которые стоят перед человеком по судьбе. Вы пришли в этот мир, чтобы развиваться и эволюционировать. Таковы законы Вселенной. Лунные узлы в астрологии – это главные навигаторы, маяки, которые показывают, куда вам нужно двигаться. Напомню, что эти фиктивные точки не связаны с земной бытовой жизнью. Они не отвечают за вашу социальную или профессиональную миссию. Речь идет о глобальном предназначении духа. Луна – это путь тела, потребности, инстинкты. Солнце – это путь вашего «я», личности, а лунные узлы – это путь вашего духа. Всякая душа, воплощаясь в мире, приходит в него совершенствоваться. У каждой свой путь, своя задача, своя судьба. Для каждой своя программа, свои уроки, свои экзамены. Занятия в школе жизни индивидуальные. Правила едины для всех. Душа расширяет свое сознание через сферу земного, часто болезненного опыта, проходя препятствия, совершая объезды, порой заходя в тупик, пока не обнаружит свой путь истины. В гороскопе каждого человека есть ось судьбы, определяющая жизненные уроки и судьбоносные ситуации. Это ось северного и южного узла. То, в каких знаках и домах находится эта ось, и будет показываться, с каким багажом знаний вы пришли в этот мир. И что еще нам нужно узнать и накопить, чтобы наша душа дальше могла эволюционировать. Жизнь людей представляет собой движение от прошлого к будущему. Вектор этого движения направлен от южного узла к северному, либо еще можно сказать от нисходящего к восходящему. Южный – это нисходящий узел, северный – это восходящий. Можно сказать, что лунные узлы символизируют лунно-солнечный процесс, или же путь, идя по которому человек овладевает обстоятельствами Луны и приближается к цели Солнца. Линию, либо ось, можно назвать ее так, лунных узлов в гороскопе, можно сравнить с рекой жизни, по которой плывет каждый из нас. Только течение реки здесь скорее направлено от восходящего узла к нисходящему. И чтобы добраться до цели, нужно, преодолевая трудности, плыть против течения. Иначе тех, кто плывет по течению, все время уносит назад, к южному узлу, в котором все так знакомо и освоено. Человек начинает свой путь на Земле не с нуля или с чистого листа. До своего актуального воплощения он прошел определенную часть пути и приобрел опыт, который и выражает нисходящий, он же южный лунный узел. Этот опыт может быть горьким, либо позитивным. В любом случае человек ощущает некоторые сферы жизни более-менее освоенными, и ему легко заниматься тем, что ему знакомо и хорошо получается. Между тем, соприкосновение с темами нисходящего узла, он же северный, и жизнь в его рамках – это стагнация
и движение в обратном направлении. Нужно сделать так, чтобы опыт прошлых достижений превратился в прочную базу для будущих завоеваний и продвижения в жизни. Прошлое нельзя отвергать полностью, но нужно идти вперед, не оглядываясь все время назад. Восходящий, он же северный лунный узел, как раз и показывает самое нужное и правильное направление движения в лодке жизни. Будущее может пугать своей неизвестностью, а в знаниях постоянно ощущается недостаток. Движение к цели часто бывает сопряжено с ошибками и промахами, а вершины порой кажутся недостижимыми. Тем не менее, двигаться нужно именно в направлении восходящего узла. Это и будет означать стремление выполнить свою жизненную миссию нынешнего воплощения. Северный узел указывает на задачи, которые стоят перед человеком и обществом, показывает жизненный путь, направление развития. Южный узел показывает связь с прошлыми делами и событиями. Кстати, в астрологии узлы обозначаются как чаша. Северный лунный узел как перевернутая чаша, то есть опыта у человека нет по этому знаку, а южный узел как чаша не перевернутая, то есть человек приобрел опыт по этому знаку, он пришел в эту жизнь с багажом, наполненным до краев. Теперь поговорим о том, что узлы меняют сейчас знаки с оси, как я уже говорила, рак, козерог на близнецы и стрелец. В близнецы перейдет северный лунный узел, а южный переместится в стрелец. Рачьи и козерожьи темы ходят в прошлое, и те, кто не успел с ними разобраться, будут догонять и опаздывать от общего ритма. Вселенная всегда дает нам подсказки, что и когда нужно делать, чтобы результат был наилучшим. На оси близнецы-стрелец кармические узлы пробудут до 18 января 2022 года. Времени у всех достаточно, чтобы перенастроиться и поймать свою волну. Ось знаков близнецы-стрелец. Это мутабельная ось, она же подвижная, а значит многое не зависит от воли самого человека, а зависит от ситуации. Главная особенность этой оси – умение приспосабливаться. Нужно не разрабатывать тщательных планов, не идти проверенным путем, а ориентироваться по ситуации и чувствовать то, как именно нужно поступить здесь и сейчас. В этот период нужно быстро приспосабливаться ко всему новому, подстраиваться под разных людей, научиться почувствовать нужный момент, хорошо понимать потребности общества и ситуации и с легкостью вливаться в новое окружение. Узлы движутся всегда ретроградно, то есть движутся в обратном направлении всегда, когда планеты движутся в прямом направлении, а иногда, кроме Солнца и Луны, они тоже движутся ретроградно, то есть в обратном направлении, и полностью покрывают зодиакальный круг приблизительно за 18 лет и 11 дней, проходя за год 19,5 градусов или знак за 1,5 года. Последний раз узлы залетали на ось близнецы-стрелец с 13 октября 2001 года по 14 апреля 2003 года. Чем вы занимались в это время? Вспомните, в каких моментах жизни вас колбасило, где были изменения. Обычно это запоминающиеся события. На чем вы тогда фокусировались? Не обязательно эпизоды повторяются точь-в-точь, но область жизни будет затронута та же. Северный узел дает нам возможность. Близнецы, внимание, воспользуйтесь, не упустите такой шанс, свои судьбоносные события. По южному узлу мы должны что-то отпустить. Стрельцам придется что-то поменять, скорее всего, структуру жизни. Это не значит, что почувствуют только близнецы и стрельцы. У нас у всех в гороскопе где-то есть все 12 знаков зодиака. Если ваши личные кармические узлы находятся на этой оси, то вы будете проживать возвращение лунных узлов
в течение ближайших 1,5 лет. Это проверка, экзамен на правильность прохождения жизненной программы, которую выбрала ваша душа. Чтобы узнать, стоят ли у вас в вашем личном гороскопе лунные узлы именно на этой оси Близнецы и Стрельцы, то вы можете мне написать в комментариях, и я вам подскажу, где именно у вас в вашем личном гороскопе находится эта ось судьбы. А теперь давайте я вам перечислю периоды проверки нашей кармической программы. Первая проверка – это с 18 до 20 лет. Чувствуется она мягко. Перед личностью впервые ставится вопрос предназначения и реализации. Следующая проверка – 36-37 лет. Проходит ощутимо, часто дает кризисы, ощущение, что жизнь движется неправильно. Поэтому возраст 37 лет для многих людей становится роковым. Вспомним Пушкина, Байрона, Маяковского. Следующий период проверки 56-57 лет. Самое критическое время. Часто в это время происходят кризисные ситуации, жизнь разворачивается на 180 градусов. Многие известные люди уходили из жизни именно в это время. Этот возраст оказался предельным, например, для Юлия Цезаря, Ницше, Гитлера, Бетховена. У человека, если он идет по пути заходящего узла, он же южный, в эти периоды происходит встряска. Если же наоборот, то дают перемены к лучшему. Если задачи выполняются, открывает новые возможности. Если вы правильно двигались, то вас награждают, а если неправильно, то, соответственно, наказывают. Если вы залипли на южном узле и не хотите развиваться, то Вселенная постарается вас вытолкнуть из зоны комфорта, в которой вы пригрелись, даже если она похожа на болото, а не на прекрасный замок. Душа пришла сюда за развитием, и северный узел связан с миссией вашей души. Того, кто не хочет развиваться, ждут неприятности. Это не страшилки, а предупреждение для тех, кто не знает о своей жизненной программе и том опыте, за которым пришла душа в этот мир. На возврате кармических узлов придется сдавать экзамены, отвечать за ваши ошибки и неправильные выборы. Вселенная может насильно заставлять человека выйти на свою дорогу жизни и для этого создавать различные трудности и неприятности. Если вы по солнечному знаку относитесь к Близнецам или Стрельцам, то для вас это также будет очень важное время перемен. Транзит южного узла указывает на те области и обстоятельства, где человек или общество должны исправлять свои ошибки, выходить из своих заблуждений. Каждые 18,5-19 лет транзит южного узла возвращает нас к старым проблемам, нерешенным задачам, совершенным ошибкам в соответствующей сфере жизни и дает шанс все исправить. В это время нам приходится фокусироваться на какой-то сфере жизни, ведь там происходит что-то, что притягивает наше внимание. Прошлые 1,5 года узлы были на оси Рак-Козерог, так что, дорогие раки и козероги, ваш период перемен подходит к концу, можно расслабиться. Ось Близнецы-Стрелец, если учитывать стихии, то это знаки воздух-огонь. Это активные, мужские, преобразующие, янские знаки. Это интеллект, энергия, идея, коммуникации, творчество, вдохновение, активность, уверенность, решительность, яркость. Если брать совокупное взаимодействие, огонь-воздух. Поэтому здесь должно быть меньше пассивности и заторможенности, меньше фиксированности и консервативности, меньше шаблонов, привычек, стереотипов, которые трудно разрушить быстро, чтобы освободиться и начать новую жизнь.
Вообще огонь – это эмоции, чувства, душа, а воздух – это интеллект, разум, сознание. То есть отход от чувства к разуму здесь тоже имеется. Огонь – это общее, воздух – это детали. Куда мы должны поменять свой фокус внимания, расскажет нам северный лунный узел. Переход в воздушную стихию – это значит, что надо развивать в себе интеллект, разум, сознание, в том смысле, что надо обращать внимание в первую очередь на детали, а не на целое. Уделять внимание мелочам, внимательно и детально изучать какой-то предмет, приобретать узкую специализацию, развивать в себе логику и аналитичность, критически анализировать изучаемое, развивать в себе критическое мышление вообще. От масштаба и общего, от удаленного и далекого к близкому, привычному, мелкому, детальному, внимание к мелочам в общем. Также воздух – это часто ориентация на коллективное, общее, партнерское больше, чем на личное, индивидуальное. Когда собственная личность и уникальность развивается только благодаря сотрудничеству и взаимодействию с помощью других людей, в связи с коллективом и партнерами. Надо развивать в себе умение договариваться, сотрудничать, работать сообща. Не только свои интересы учитывать, но и других людей тоже. Делать и создавать что-то вместе, а не в одиночку, в том числе в творчестве, в работе. Воздух – это общение, коммуникация, интеллект, разум, информация, обучение, знания. И часто именно эта ориентация на взаимодействие, сотрудничество, коллективное больше, чем на личное. Воздух – это работа в одиночку в последнюю очередь. Транзитный северный узел попадет в знак Близнецов, а южный в знак Стрельца. Эта ось связана с обучением, поездками, торговлей, коммуникациями, расширением дружеских связей, новыми проектами и работой, новым обучением и расширением своих горизонтов, так как вектор движения будет направлен от Стрельца к Близнецам, то Близнецы будут представлять собой темы, к которым надо стремиться. Управитель знака Близнецов – это Меркурий. Востребованным станут такие профессии, как учителя, посредники, блогеры, писатели, журналисты, коучи, массажисты, менеджеры, младший медицинский персонал, аналитики, организаторы, консультанты, брокеры, финансисты, риэлторы, рекламщики, литературоведы, продюсеры, режиссеры, операторы, преподаватели иностранных языков, учителя риторики и актерского мастерства. Новые потоки информации будут звучать из каждого утюга. При этом приоритет будет отдаваться тем знаниям, которые можно получить быстро и сразу начать их использовать без длительного процесса обучения. Если вы на данный момент жизни владеете важными знаниями, которые могут быть полезны другим, то эта энергия Близнецов поможет вам их распространить и поделиться ими с другими. Какие новые варианты общения друг с другом, кроме нынешних коммуникаторов и гаджетов, предоставит нам мир, сказать трудно. Но это будет что-то совершенно новое. У людей появится большая потребность в обучении и взаимодействии друг с другом на разных уровнях. Захочется познакомиться поближе с соседями, восстановить хорошие связи с братьями и сестрами, с которыми вы до этого общались крайне редко. Бывшие авторитеты могут сильно пошатнуться в силу переключения энергии на более легкие и подвижные вибрации. Те, кто будет строить из себя важных, уважаемых персон, всезнаек, требующих уважения и признания своих заслуг, потерпят фиаско, лопнут от чувства собственной важности, как мыльные пузыри.
На смену им придут и будут наступать на пятки более шустрые и пронырливые, кто умеет думать и принимать решения быстро, креативно, на основе нового видения и анализа деталей. Опыт, духовность, знания должны стать основой, на которой вырастет пышное дерево познания и развития, а догмы, марширование под общим флагом, поклонение нормам, сложившимся ценностям и правилам сдвинутся в другую плоскость. Каждый должен будет опереться на свои личные ценности и выбирать то, что необходимо именно ему. Коллективные эгрегоры перестраиваются и никогда уже не будут прежними. Начинается период очередной вселенской школы. Кто как выучит свои уроки, с тем и пойдет дальше. Энергия огня будет взаимодействовать со стихией воздуха, который должен развеять информацию по миру и обновить ее на всех уровнях жизни. Устоявшиеся центры мировой политики, финансов, образования, религии будут перемещаться и трансформироваться. Цифровизация станет повсеместной, а навык распоряжаться своими финансами станет необходимым. Если вы уделите этому особое внимание, то через 1,5 года сможете чувствовать себя более уверенно. Если вы готовы к тому, чтобы перезагрузить свой мозг и сказать себе «я знаю, что я ничего не знаю», то вы будете в потоке. Огонь может гореть ярко, это Стрелец, Юпитер. Но воздух, близнецы Меркурий, может распространить огонь на многие расстояния, потому что застывшие знания никому не нужны, кроме историков. Меркурий, как посланец богов, имеет доступ как в высшие миры, так и в низшие, поэтому только от человека зависит, по какому пути интеллектуальной эволюции он пойдет. Информационные качели неизбежны, и мир может временно разделиться на 2 лагеря. Те, кто думает по-старому и не хочет меняться, и те, кто бежит впереди паровоза, машет новым флагом и призывает всех под свои знамена. Однозначно победят вторые. Какие страны будут у нас на слуху в эти 1,5 года? Это страны, которые идут под знаком Близнецы. США, Италия, Эмираты, Греция, Корея, ну и другие. Но я считаю, это самые главные. И которые идут под знаком Стрелец. Это Испания, Китай, Великобритания, Венесуэла, Франция, Нидерланды и другие, конечно, страны. Но это самые главные страны. А теперь поговорим о каждом знаке зодиака в отдельности. Конечно же, я рекомендую вам, дорогие все знаки зодиака без исключения, слушать и читать этот гороскоп не только по солнечному вашему знаку, который вы все, конечно, хорошо знаете, но и по знаку вашего асцендента. Потому что асцендент будет больше даже проигрываться, даже может быть, чем по солнечному знаку. Ну а вообще в лучшем варианте слушать и тот знак. Если не знаете, где у вас асцендент, пишите, я вам помогу в этом разобраться. Также еще рекомендую вам смотреть и по лунному знаку, то есть в каком знаке зодиака стоит ваша луна. Если не знаете, пишите, опять же в комментариях, я вам помогу с радостью. И тогда картинка, даже пазл у вас сложится в самом лучшем виде, ничего не упустится, и вы поймете, куда вам надо двигаться, в каких сферах жизни вам надо действовать, чтобы быть успешным и не проиграть в это время, в эти 1,5 года. Овны. Ваша кармическая ось будет находиться на линии 3-9 дом. Северный будет в 3-м доме, южный в 9-м. Этот период времени следует посвятить ближайшему окружению, общению с родственниками, ученичеству. Нужно наладить контакты с братьями, сестрами, соучениками. Хорошее время для работы с информацией, но не в смысле утверждения самого себя. От дальних поездок и зарубежных лучше воздержаться.
Нужно оставить все контакты с иными мирами, с заграницей, с представителями других городов и культур. В это время укрепляются, увеличиваются переписка, много публикаций, умственная деятельность, связь, то есть ближняя связь. Наконец-то вы получите ответы на ваши давние письма. Писатель получает ответы на свои публикации. Если вы преподаете, неважно где, этот период следует использовать для наполнения чаши, то есть поучиться на курсах усовершенствования, например. Тельцы. Ваша кармическая ось будет идти на оси 2-8 дом. При этом транзите есть возможность заработков и хороших приобретений, но только не через риск или разрушение. Деньги, которые человек в это время получает, кармически ему положены. Но это ни в коем случае не должны быть деньги, полученные нечестным путем. Нельзя использовать в это время деньги партнера, лучше даже отказаться от наследства или страховки в пользу другого, более нуждающегося лица. Если же человек проявит жадность и склонность к захвату, могут возникнуть экстремальные ситуации, которые могут стоить не только имущества, но и жизни. Деньги, пришедшие в это время, чистые, положенные вам по карме. Период, когда вы сами зарабатываете себе на жизнь, ни на кого не рассчитывая, укрепляете свое материальное положение. Можете найти свое место в жизни, укрепить материальный фундамент для будущего. Близнецы. Вы у нас фавориты на 1,5 года. Очень важные и серьезные будут у вас происходить изменения, так как кармическая ось лунных узлов будет находиться на линии 1-7 дом. Этот период представляет какие-то возможности для развития самого себя. В это время следует обратить внимание на собственную личность, даже если в целом человек живет интересами других людей. При этом следует прислушаться к партнеру по браку, использовать его в качестве опоры или поддержки. В противном случае общественные дела тормозятся. Торможение может быть во всех судебных и юридических делах, а в отношениях с партнерами охлаждение вплоть до разрыва. Усиливается роль личности. Надо заниматься собой, решать свои проблемы. В это время может быть изменение имиджа у вас. Ставьте себя на первое место. Не зацикливайтесь на партнере. Брак и проблемы 7-го дома не должны отнимать силы и энергии. К ним надо относиться спокойно, сдержанно. Брачные отношения должны помочь вам в раскрытии вашей личности, послужить опорой. Раки. У вас кармическая ось лунных узлов будет находиться на линии 12-6 дом. В это время вам, раки, потребуется подведение итогов деятельности в уединении. Лучше добровольно найти способ остаться наедине с самим собой. В высшем варианте вы можете получить тайные знания или глубже понять суть вещей. Многие во время транзита вот в этого уходят в монастырь, либо посещают монастырь, поступают на работу в учреждения закрытого типа, ну, например, в тюрьму даже в ту закрытого типа, либо какой-то диспансер, допустим, психдиспансер, наркотический диспансер, тоже закрытого типа, либо вступают в тайные общества или тайные союзы. И время этому благопрепятствует. Вы можете эмигрировать даже в это время, купить недвижимость далеко. Работа или учеба может быть в это время у вас за границей. Это может быть завершение чего-то, написание книги, дипломной работы, проект можете заканчивать. Это избавление от иллюзий, страха. Может, вы прошли череду испытаний в предыдущие 1,5 года, что теперь этот период будет как избавление от надуманных страхов. По 6-му дому в это время идет отдача кармических долгов.
Но работать, перетруждать себя во время транзита этого не следует. Нужно выполнять только непосредственные обязанности, иначе можно расплатиться своим здоровьем. Львы, у вас кармическая ось будет находиться на линии 11-й, 5-й дом. Северный узел в 11 доме, южный в 5-м. Это замечательное время, которое открывает определенную свободу для вас. Есть возможность скорректировать судьбу в тех пределах, которые даны изначально. Возможно, основательная поддержка друзей и единомышленников. Это их время, время друзей. Друзья могут сыграть судьбоносную для вас роль. Но в это же время невозможно создание прочных связей. В то же время вы не должны к чему-то слишком привязываться. Главнейшее условие этого периода – бескорыстие. Тем не менее, хотя при этом вы меньше уделяете время своим любимым или детям, все же нужно эти полюса уравновесить, иначе в будущем любовники, любовницы, дети могут стать источником отдачи кармических долгов. Девы, ваша кармическая ось будет находиться на линии 10-й, 4-й дом. Северный узел в 10-м, южный в 4-м. Подводятся итоги усилий. Этот период позволяет получить награды и плоды своей деятельности, возвыситься в чем-то над другими, пусть даже на короткое время. Это может быть временем получения власти, руководящей должности, карьеры. Может появиться крупный покровитель из стоящих у власти. Но домашние дела и проблемы чаще всего в такой ситуации становятся заброшенными, остаются нерешенными. А это нельзя. Напротив, домашние должны стать опорой, тылом для вас, на который можно опереться. Но для этого человек, сидя наверху, не должен пренебрегать своими корнями, родителями, не должен их забывать, оставить не должен из-за карьеры, разрушать свой дом и отношения с домашними никак нельзя в этот период. Весы. Ваша кармическая ось будет находиться на линии 9-й, 3-й дом. Это время, когда появляются возможности расширения во всех смыслах. Знания, которые собирались по 3-му дому, могут быть приведены в систему, где все разделы информации найдут свое место. Есть возможность найти свой эгрегор, свою религию, свое учение, свои книги. Может быть, изданным быть, признанным благодаря идеологии или учению, наладить связи за рубежом или с людьми издалека. Возможен переезд также для вас. Вас в это время тянет уехать куда-нибудь подальше. Укрепляется роль учителя. Начинаются поездки, самые лучшие поездки. Если отдавать ученикам свой опыт, то они станут вам опорой, родственники поддержат, станут уважать. Если человек не использует свой опыт для передачи другим, то могут возникнуть критические ситуации в поездках, в худшем случае вплоть до катастроф. Скорпионы. Ваша кармическая ось будет находиться на оси 8-й, 2-й дом. Очень непростое время. Это время несет вам награды небесные, а в плане земном отбирает. Лучше не стремиться в это время к заработкам и ничего не накапливать, не приобретать. Если человек живет по своей программе, в это время к нему может прийти наследство. 8-й дом, где находится северный узел, дом риска, сейчас у вас. Поэтому в это время не должно быть спокойным, особенно если дом акцентрирован у вас в вашей карте. В 8-м доме связь с тонким миром, энергиями, соприкосновение с миром иным. Это хорошее время для занятий оккультизмом. Тогда физическое тело будет укрепляться. Если же вы будете стремиться больше накопить, будут у вас преследовать катастрофы, даже с потерей имущества, ограбления, что может привести к бедности, отнимаются у вас деньги, и вам приходится экономить.
Стрелец, ваш северный узел будет находиться сейчас в 7-м доме, а южный в 1-м. Вам следует выключить свое эго и обратить пристальное внимание на супруга, который в это время станет активным и будет нуждаться в вашем понимании и поддержке. Усиливается роль партнера. В браке лучше всего наладить отношения, что будет сложно для вас. Здесь основная проблема в том, чтобы согласиться со своей незаметностью, тогда сохранятся общественные отношения и брак. Козероги. У вас кармическая ось будет находиться на линии 6-12 дома. Аспект требует концентрации на работе и служебных делах. Нужны гармоничные отношения с сотрудниками и подчиненными. Может быть получена новая работа с хорошим коллективом. Следует уделить внимание здоровью, посетить врача. Может произойти выздоровление от болезни, исчезают тайны, вокруг человека образуется хорошая гармоничная среда, пропадают болезни. Деятельность в это время не должна быть скрытой. Человек не должен заниматься никакими закулисными делами, в том числе и оккультными практиками. Иначе тайны станут разрушителями здоровья, работы и производственных отношений. Водолеи. Ваш северный узел будет сейчас в 5-м доме, южный в 11-м. Самое время посвятить себя в любви, а в творческих начинаниях получить заслуженные плоды или воплотить творческие идеи в жизнь. При умелом сочетании любви и дружбы друзья будут опорой, помогут в любви и творчестве. Человек может быть действительно счастливым, когда есть любовь, а друзья поддерживают и понимают. Если из-за любви забыть друзей, они могут стать помехой в творческих делах и особенно в любви. Могут разрушить планы. Социальная перспектива может стать сомнительной. В это время человек разгоняет всех друзей, коллектив вокруг него распадается, он занимается индивидуальным творчеством и деторождением. Рыбы. Ваша кармическая ось в это время будет проходить по линии 4-10 дома. Лучше всего в этот период времени вам уделить пристальное внимание семье, домашнему очагу. Если с родителями нет взаимопонимания, следует найти его, улучшить отношения, вспомнить о бабушках, дедушках, найти для них время, доброе слово, поддержать материально. Если этого не сделать в этот период, то этот период отнимет у вас должность, взаимопонимание с начальниками или властимущими, причем спросится по полной программе. Должны повернуться вы к корням, зарыться в них и не рваться вверх. А на сегодня все. С вами была Татьяна Зорина. И это видео я написала для того, чтобы вы прислушались к моим советам и вышли с этого периода победителями, а не побежденными. Желаю вам добра, здоровья, удачи, всего самого лучшего. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, жмите на колокольчик, чтобы быть в курсе всех дел звездных. До скорой встречи, всем пока!